Деревня в крепости. Сегодня у нас прогулка по Наган-и-Псон в провинции Южная Чила. Это второй фильм из серии «Деревни Кореи». Первый фильм был про деревню в центре Сеула Укчон. Итак, не прогуляться ли нам по деревне в крепости Наган-и-Псон? Меня зовут Андрей, я гид в Корее, а еще у меня историческое образование. Именно поэтому я не буду тратить ваше время на банальности вроде «это могила», «здесь лежит король», или на откровенную неправду, например, «это императорский дворец». Никакой это не императорский дворец. Сегодня у нас интересная зверюга в программе. Деревня, обнесенная по периметру настоящей крепостной стеной. Место живописное и располагающее к созерцательности. Как всегда в этой серии про деревни, мой рейтинг этой пасторальной идиллии после прогулки. Приветствую несогласных с рейтингом в комментариях. Отдельное спасибо коллеге из Франции Елене за отклик. Ей понравился мой небольшой урок корейского. Ну что ж, в этом видео также будет немного корейского языка. Деревня наша находится не близко к Сеулу, поэтому для тех, кто собрался сюда, стоит подумать и о других прекрасных местах в окрестностях Сунчона. Мои рекомендации в конце видео. К слову сказать, мы сейчас находимся не в Сунчоне, а вовсе даже в Сеуле. Дело в том, что снимал я деревню отдельно, а этот разговор записываю отдельно. Кому интересно, где мы сейчас находимся, я расскажу чуть-чуть попозже. Итак, деревня Наган-и-Псон. Наган имя собственное. В этом топониме вы найдете два иероглифа – музыка и удобство. И-Псон имя нарицательное. Позвольте сначала разоблачить самого себя. Собственно, И-Псон означает не деревню, а город. Ып – округ, Псон – крепость. Город, в немецком слово бург, вероятно, будет очень близко по смыслу. И-Псон – крепость, возведенная вокруг государственных офисов и жилых домов для защиты окрестного населения. То есть даже Сеульская городская крепость недалеко отсюда, по сути, И-Псон, но в ней находятся королевские дворцы, поэтому есть слово специально для Сеульской крепости – Посон, столичная крепость. Первый иероглифический слог «ып» означает округа или округ, город и деревня тоже среди его значений. Изображенный сверху этого иероглифа квадрат означает окружать, кстати. Под ним схематично изображен человек, сидящий на коленях, очевидно, у себя дома. Выходит, ып – это люди, окруженные чем-то. Неужели крепостью? В иероглифе сон обратите внимание на левую часть. Это земля. Раньше крепости для защиты поселений строили из земли. Сон и означает крепость, бург. В таких крепостях И-Псон в Корее находились административные здания, бараки солдат, хангё, конфуцианские учебные заведения и святилища Конфуция в одном лице, так сказать. И-Псон с точки зрения обороны были не лучшим из доступных корейцев вариантов укреплений. Как правило, неподалеку от И-Псон вы могли найти и крепости, предназначенные именно для обороны от врагов. Сан-Сон – горные крепости. Строили чаще всего И-Псон по берегам, где требовалась защита от пиратов, и на севере для защиты от кочевников. Во времена династии Чосон таких крепостей по всей стране насчитывалось порядка 300 штук. Куда же все они делись? Виноваты, как всегда, японцы. В колониальный период они целенаправленно избавлялись от И-Псон. На всякий случай, сохранились близко к оригиналу. Вот это Наган-и-Псон, Хэми И-Псон в провинции Южная Чунчон, Кочан И-Псон в северной Чола. От крепости вокруг города Чонджу остались только южные ворота. Кстати, очень интересный и приятный город. Вот видео про него. Внутри Наган-и-Псон живут самые настоящие жители. Конечно, в качестве объектов наблюдения чувствуют они не всегда себя в соответствии со значением комфорт слога «ан» в названии Наган-и-Псон. Но я лично замечал только самые благожелательные или нейтральные взгляды. Народ здесь, то есть, живет добродушный, музыку, наверное, тоже любит. До 1908 года Наган-гун был сам по себе район, но в 1908 году его поделили. Наган относится теперь к вотчине крупного города Сунчон. А вторая половина бывшего Наган-гуна – уезд Польгё с вкусными ракушками, сердце, витками, кома, соседнему району Посон. Таким образом, Наган утратил роль районного центра, а стал типичной деревней при городе Сунчон.
Ну что, я был прав все-таки, это деревня. И сохранился-то Наган-Эпсон в более-менее нетронутом виде, вероятно, как раз потому, что утратил былое значение в результате этой административной реформы 1908 года. Кстати, соседнее прибрежное болото мирового значения Сунчон-Мансепчи, где вы можете встретить полчища перелетных птиц, тоже сохранилось. Правда, не благодаря отсутствию внимания, а из-за активности местных жителей, противящихся девелоперскому проекту осушения оного болота. Девелоперы плюнули, и теперь мы имеем потрясающий эко-тур-объект. Хотите, зимой мы и туда съездим? Но давайте вернемся к нашей крепости Наган-Эпсон. Сохранились записи, согласно которым земляная крепость была здесь возведена аж в 1397 году для защиты от японских пиратов, а каменная в 1426 году. Существует история о том, что крепость построили, когда магистратом Наган-гуна был генерал Имгем-О в 1626-28 году. Но, скорее всего, в памяти народной смешались факт реконструкции крепости генералом и глубокое уважение к нему же. В результате строительство сдвинулось неправомерно аж на 200 лет. Нет, крепость значительно старее. Кстати, праздник Большой Луны, первого лунного месяца, в крепости, говорят, служит службу духу генерала Имгемова. Стоит посмотреть, я думаю, если будете в это время рядом. Как и другие, хорошо сохранившиеся с духом старины деревни, Наган-Эпсон – прекрасная готовая декорация для съемок корейских фильмов и драм, сериалов, то есть на исторические темы. Здесь снимались, например, Тэ Джан Гын, Мистер Саншайн, О Джун. Несколько слов о том, как устроена крепость. Покупаете билет, проходите через ворота. Сразу после ворот можно подняться по лесенке на крепостную стену, слева-справа от ворот. Внутри деревни, рядом с входом, сувениры, мороженое, сладости. Многие жители, кстати, предлагают комнаты на ночь. Хотите экзотики, планируйте здесь ночевку. Недалеко от входа вы увидите памятную стелу тому самому генералу Имгемову. Далее, грубо говоря, справа черепичные административные здания, новодел. Слева соломенные крыши местных жителей. В противоположном от входа конце деревни пустующие дома, где днем можно познакомиться с корейскими ремеслами, поиграть на музыкальных инструментах или приобщиться к хансори, корейскому варианту блинного сказительства. Люди, которые будут вам помогать приобщаться к корейской культуре, здесь не живут, а приходят на работу. Итак, мой рейтинг по пятибалльной шкале деревни в крепости Наган-Эпсон. Милота – 5. Аутентичность – 4. Доступность – 2. Инстаграмоемкость – 5. 안녕하세요 해야지. Аньон. Все, hello 우리. Как и обещал, сейчас расскажу о других местах в окрестностях города Сунчон для тех, кто, вдохновленный видами деревни, крепости Наган-Эпсон, уже бежит покупать билеты на поезд KTX или пишет мне имейл с требованием организовать турне с заездом в Сунчон. Два места расположены практически рядом друг с другом, и билет туда, обратите внимание, один. Это красивейший государственный сад. На него я рекомендую минимум 3 часа, ибо он огромен и прекрасен. По соседству с ним расположено уже упоминавшееся мной огромное морское болото залива Сунчон на побережье Южного моря Кореи. Сюда лучше зимой. Летом вы увидите море зеленого камыша, местных забавных крабиков и рыбок, прыгающих прямо по болоту, и несколько дежурных цапель. А вот зимой толпы перелетных птиц. Я вот зимой еще на болоте не бывал, как-то осенью, весной все больше приходилось. А хотелось бы. Если любите буддийскую старину, рекомендую 2 храма, расположенных на горе Чугисан. Первый Сонгвангса – это храм, относящийся к корейской Трирадне. Второй Сонамса – всемирное наследие ЮНЕСКО, кстати. Оба прекрасны, можно смотреть оба, ну или любой из них. Рекомендуемое блюдо, я упоминал ракушки, помак. В общем-то, ими знаменит соседний уезд Польгё, но в уезде Сунчон они ничем не хуже. Рекомендую попробовать помак чонсик. Это такой комплексный обед. Вы заказываете вроде бы одно блюдо помак чонсик, но в комплект входит настоящая скатерть-самобранка. Напоминаю, Сунчон
часть самой вкусной провинции Кореи – Чолла. Второй эпизод моего сериала «Корейские деревни» подходит к концу, но я с вами не прощаюсь. Чтобы не пропустить продолжение, подписывайтесь на мой канал и жмите на звонок. Он зазвонит, и вы получите весточку, когда будет готова третья серия «Деревня с музыкой и танцами». Ну и как обещал, район, где я сейчас нахожусь, в самом центре Сеула, недалеко от Пукчона, где мы были в прошлый раз. Называется район Иксондон. И кафе с прекрасным видом на него. Вот его название. Здесь отель раньше был. Из отеля сделали вот такое пятиэтажное кафе с руфтопом, с видом на черепичные крыши Иксондона. Мне лично Иксондон даже больше нравится, чем Пукчон. До свидания.